Все мы любим маленькие хоббийные станочки, особенно токарные. Оп, и такое тоже бывает. Я сам начинал с таких свою хоббийную деятельность, и на этих станках было сделано огромное количество работы. Конечно, возможности ограничены, мы не будем говорить об этом. Все настолько убого, что, наверное, только дерево и обрабатывать. У меня их два, синий и красный. Это станок Калибр 350, РСТМ 350, а это Кротон ММЛ-01. Станки почти одного размера, но вот этот чуть подлиннее, это 7 на 14, а тот 7 на 12. По-моему, дюймов. Так называемый типа размер или форм-фактор. Главным недостатком таких станков, конечно, является малая жесткость. Станина настолько облегчена, ее жесткость просто катастрофически мала. Вырезаны целые куски, целые ниши, ну, для размещения мотора, допустим. Станина вот этого станка усилена по методу так называемой имплантации. Все места, ослабляющие станину, заделаны такими вставками, имплантами. Ниша, моторная ниша под передней бабкой, чугунная пластина толщиной где-то 15 мм. Полностью это все место заклеено. У этого станка это выглядит вот так. Но он переделан на синхронный двигатель. Тоже такой как бы эксперимент. Сейчас вот этот Кротон установлен на жесткое основание, на швеллер, но мы его для измерения жесткости станка в стоковом состоянии мы разберем, уберем этот швеллер и померяем, какова его жесткость в состоянии из магазина. Так, следующее, что сделано, все отверстия в станине, видите, станина представляет собой практически цельный брус. Сделаны вставки из чугуна, полностью вот эти отверстия для облегчения, для выхода стружки полностью заделано. Поэтому станина вот этого станка, ну, до суда представляет собой практически цельный брус. Здесь толстая пластина. Насколько я помню, имплантация была проведена где-то в 2012 или 2013 году. Удалось повысить жесткость на кручение, на скручивание примерно в 10 раз. И видите, тоже станок установлен на усиленное основание, на швеллер с диагональными вваренными ребрами жесткости. Тут сделана и другая модернизация. Установлены жесткие планки, то есть тут не ромбовидная родная, то есть немножко другая конструкция. Так, это малая продольная. Планка заменена на жесткое крепление. Но сегодняшняя серия не об этом. Сейчас мы измерим и сравним жесткость этого станка и вот этого. То есть состояние после имплантации и стоковое состояние из магазина. У этого станина чуть длиннее, то есть на 2 дюйма, и она чуть толще. Размеры станин немного отличаются. У Кротона станина 63 сантиметра. Ну, если от бабки где-то 62, а у Калибра 68 сантиметров. То есть чуть длиннее. Поперечное сечение у Кротона 55 ширина. И вот до этого места будем мерить 66-67 миллиметров. Так, а у Калибра 66 ширина и 68 высота. Будем считать, что изначально жесткость обоих станков одинаковая. Для простоты. Конечно, измерения будут не совсем точные, приблизительные, даже как бы оценочные. Но тем не менее позволит нам сделать вывод об эффективности имплантации. Тестовую обработку, то есть точение на разных режимах резания, я проводить не буду. Об этом сказано уже немало, и так всем давно известно. Подобные станки прекрасно справляются, допустим, с деревом, пластиком, чуть хуже с цветными металлами, и гораздо тяжелее им удается обрабатывать сталь. Просто эти станки для тех, кто знает толк в технических извращениях. А простых смертных они могут сильно огорчить. Поэтому мы на этом останавливаться не будем. Я не буду показывать, как он точит, как он отрезает. У этого шпиндель собран на передний подшипник роликовый. Я не знаю, как это было. Может быть, это шло с завода сразу, может быть, это уже модернизация предыдущего хозяина. Таким образом, жесткость вот этого шпинделя чуть-чуть выше, чем у того станка. Там шпиндель остался вообще на шариковых подшипниках. Какая вообще идея модернизации этого станка? Видите, тут уже снят блок управления, который крепился вот так вот. Плата управления, контроллер. Двигатель поставлен асинхронный и переведен на частотник. Какая концепция, да?
Какая идея этого всего станка? Идея минимализма. То есть станок будет представлять жесткий монолитный кусок железа, чугуна. При этом максимально жесткий при его основной конфигурации. Все отверстия, все лишнее и ненужное будет заделано, заклеено, заимплантировано для обеспечения максимальной жесткости. Тут, как видите, все сделано на родных призматических планках. Мы жесткости вот этого узла, да, то есть суппорта, подвижных частей касаться не будем. Мы просто это все снимем, оставим все как есть. Сейчас занимаемся только вот этой станиной. Мы делаем имплантацию станины. И для начала измерение и сравнение жесткости. Значит, измерение жесткости по ГОСТу. Снимается патрон. Устанавливается центра в переднюю бабку и в заднюю. В центрах закрепляется вот такая оправка. Очень жесткая. Но это какая-то контрольная оправка. На самом деле это может быть гораздо большего диаметра. Очень жесткая оправка, которая, по идее, сопоставима с жесткостью вообще всего станка. Чтобы показать для примера, просто взял первую попавшуюся. Все зажимается. А сюда, между задержкой и оправкой, устанавливается нагрузочная система и измерительная. Вот я как-то покупал такой динамометр сжатия. Хотел использовать его для исследования жесткости, но, как видите, он для этого, это один из самых маленьких динамометров, но и он слишком большой для этого станка. Хотя можно, конечно, как-то здесь закрепить выносную пластину, так вот его установить. С этой стороны ставится вот такая упорная пластина через шарик. Нагружая, тут еще должно быть нагрузочное устройство, потому что нагружать поперечной подачей нельзя. Нужно независимое нагрузочное устройство. Какое-то, самое простейшее, винтовое. То есть конструкцию надо еще доделывать, дорабатывать. И вот так, создавая нагрузку, измеряем. А здесь или вот здесь закрепляется еще одна индикаторная головка, которая и измеряет отклонение. Нагрузка создается посередине рабочего хода или вот этой оправки. То есть этот индикатор у нас показывает усилие, то есть нагрузку. Оно определяется вот по такой таблице. Вот что показывает индикатор. Такую нагрузку этот динамометр создает. Система НГ токаря. Это не то, что токарь работает на токарном станке. Это фамилия. Динамометр системы НГ токаря. ДОСМ 302. От 20 до 200 килограмм. И все по индикатору измеряем деформацию всего станка. То есть мы измеряем общую жесткость станка, которая раньше регламентировалась ГОСТом на жесткость и точность токарных станков. Сейчас он отменен. Сейчас старый ГОСТ 88 года вы не найдете, потому что старые и отмененные ГОСТы старательно вытирают из сети, а из новой редакции 93 года нормы жесткости вообще убрали. По какой причине, это трудно сказать, потому что, например, ГОСТ на нормы жесткости фрезерных станков остался, а этот зачем-то подогнали под международный стандарт ISO. Но, как бы то ни было, ГОСТ на нормы жесткости токарных станков я найти не смог. Измеряется вся система СПИД и жесткость шпинделя, и задней бабки, и суппорта. Но ввиду сложности мы этого делать не будем, а мы будем измерять способом, как я его называю, метод Самсона, разрывающего пасть льва. Подготовим станок для измерения жесткости. Давайте для начала разберем его. Так, значит, основание вот этого красного станка привернуто к столу на 2 болта М8, да, вон они. Станок, естественно, прикручен намертво на 4 болта на родные вот эти вот опоры к усиливающей плите. Так, а этот синий по паспорту станка вообще предлагают закреплять какие-то резиновые подставки. То есть, можно сказать, практически даже не приворачивая к основанию, просто поставив его на стол. Все ножки я уже давно выбросил, и я едва закрепил по одному болту на каждую опору к деревянному столу. Вот и вот. Только чтобы он не проворачивался на месте, не двигался от приложения сил. Потому что испытывать его мы будем на кручении. Здесь задняя бабка фиксатором. Тут эксцентриковый зажим. Зажата намертво на направляющих. Зафиксировано. Расстояние между передней и задней бабкой на обоих станках 410 мм.
Обратите внимание, что передняя бабка калибра несколько длиннее, чем на картоне. Здесь она 140 мм, а здесь 110. Итак, установка для измерения жесткости. Значит, в шпиндель вставлена контрольная оправка. К задней бабке прикреплена планка, на конце которой имеется индикатор. Кончик индикатора упирается в контрольную оправку. Так выглядит со стороны. Магнитную стойку, да, вот эту вот, бесполезно крепить на окрашенных поверхностях, да, к тому же не очень ровных, она не держится на боковых, отпадывает. Эту планку проще всего закрепить струбциной. Система не имеет люфтов, да, видите, то есть она вся упругая. Стрелка индикатора возвращается на 0. Погрешность составляет где-то 1/100. Итак, в чем заключается смысл метода? Значит, упираемся левой рукой в переднюю бабку и как бы не толкаем, а удерживаем ее как бы от переворачивания станка. Хотя он и закреплен на болты к столу. А правой рукой тянем через весы, электронный безмен, цепляем за переднюю бабку, смотрим показания и тянем. Ну, нагрузка будет составлять где-то 10-20 кг. Больше 20 кг силы давать не рекомендуется, потому что вы просто сломаете станок пополам. Включаем безмен, зацепляем его. Так, ну показания не видно будет, то есть я буду видеть, а вы нет. И начинаем нагружать. Рукой я упираюсь в левую бабку, а правой тяну на себя. Так, даю нагрузку 20 килограмм. Стрелка отклоняется ровно на полмиллиметра. Так, еще раз. Даю нагрузку 20 килограмм. 50 делений. Это полмиллиметра. Значит, что из себя представляет эта конструкция? Балка, да? Ну, на кручение это называется стержень. Значит, она представляет собой стержень и два рычага. Плечо силы, то есть расстояние от центра тяжести сечения этой станины и расстояние до оси центров. Это у нас плечо. Ну, то есть можете вычислить крутящий момент. Если центр тяжести сечения где-то вот здесь, то до центров 120 мм, то есть 0,12 метров. Нагрузка 20 кг, то есть примерно 200 ньютонов. То есть мы прилагаем крутящий момент 24 ньютона на метр. Разделив 20 кг сила на перемещение 0,5 мм, получаем жесткость станка 40 кг на метр. Это ни о чем. Эта жесткость как бы относительная, она немножко неправильна. Она вычислена просто по закону Гука. Конечно, можно вычислить угол закручивания, да, станины, перевести в радианы, вычислить полярный момент инерции и так далее, вычислить реальную жесткость по формулам. Но это нам абсолютно не надо. Эти цифры будут стоять в определенном соотношении, так что нам без разницы. Мы будем сравнивать один станок с другим. Поэтому для нас такие показания более простые и наглядны. Значит, что из себя представляет усиленное основание? Это 20-й швеллер. У него заглушены торцы и вварены несколько ребер жесткости посередине и такие диагонали. Так, как усилить швеллер? Конечно, идеальным вариантом был бы цельный стальной брус, допустим, размером 200, примерно на 80. Это была бы максимальная жесткость. Примем ее за 100%. Где-нибудь будет вот здесь вот. 100% такая гипотетическая идеальная жесткость. Но надо понимать, что такой брус весил бы порядка 50 килограмм, то есть тяжелее всего станка, и стоил бы немалых денег. Такой вариант мы сразу откидываем. Самый простейший вариант – это использовать швеллер. Вот здесь внизу указаны примерные соотношения по жесткости, начиная от стальной пластины и заканчивая цельным брусом, который мы приняли за 100% жесткость. Чтобы лучше понять, как влияют ребра жесткости на общую жесткость швеллера, исследовать мы будем на кручение. Я в свое время клеил модели из картона. Действительно брал картон и вклеивал в него ребра прямые по диагонали, чтобы лучше понять, как можно усилить нежесткую балку. Как видите, мы не будем ничего считать, вычислять. Все вот эти цифры, вот эти проценты, они взяты по ощущению. Просто брал маленькие модельки из картона и крутил их просто руками. И по ощущениям жесткость увеличивается вот в такой пропорции. То есть минимальная жесткость у простого листа. Если мы согнем полки, то жесткость возрастает резко лишь в вертикальном и горизонтальном направлении. Нам нужно повысить жесткость на кручение. То есть момент будем прикладывать от центра тяжести сечения и как бы закручивать, да, наш стержень. Вот некоторые пытаются прикрутить станок просто к стальному листу. Да, значит, сравнивать будем конструкции из стали.
неважно какая, потому что жесткость от марки стали практически не зависит. Плиты из гранита или бетона мы тут рассматривать не будем. Начинаем крутить наши балки. Некоторые пытаются прикрутить станок к вот этой стальной плите, сверлят отверстие и устанавливают станок. Стальная плита или полоса, в данном случае на кручение, обладает очень низкой жесткостью. Ее деформация очень сильная. Поэтому никакого смысла прикручивать к стальной плите практически нету. Это не даст никакого эффекта. Взяв швеллер, у которого есть вертикальные полки, жесткость повышается, но очень незначительно. Давайте приложим крутящий момент. Где-то у него вот здесь центр тяжести будет, сечение. Прикладываем момент. Жесткость увеличивается раза в 2, но по сравнению с идеальной жесткостью стального бруска, это тоже очень малый прирост. Он обладает жесткостью в вертикальном и горизонтальном направлении, а на кручение он очень слабый. Поэтому прикручивание станка просто к швеллеру тоже эффекта большого не дает. Давайте теперь заварим торцы швеллера, сделаем, то есть боковые стенки, и варим поперечные ребра жесткости. Даже если мы варим продольные стенки, перегородки, жесткость опять же увеличится в 2 раза, но по-прежнему жесткость будет оставлять желать лучшего. Самым эффективным способом увеличения жесткости таких полых балок на кручение это вваривание диагональных стенок. Также завариваем торцы и ввариваем такие диагональные стенки. Когда нам нужно облегчить конструкцию и увеличить ее жесткость на кручение, это наилучший способ. Допустим, здесь мы делаем отверстие для крепления станка. Желательно также, если есть возможность, желание и время, желательно вварить сюда вот такие толстые подкладки, прокладки из стали, чтобы уменьшить деформацию самой вот этой тонкой стенки, потому что при сильном кручении она будет выгибаться вот так вот. То есть вот такие толстые бруски. Я решил остановиться на этом варианте. Можно пойти дальше, вварив такие крестообразные или X-образные ребра жесткости, то есть увеличив их количество в 2 раза. Но, как видите, уже трудоемкость и материалоемкость возрастает в 2 раза. Жесткость увеличится, грубо говоря, на 10%. Максимальной жесткостью будет обладать такой швеллер, если его еще и заварить верхней стенкой. То есть превратить его в трубу квадратного сечения. Там будут диагональные ребра. Тут трудность какая возникает? Пропадает доступ, то есть если у нас вот здесь будут крепежные отверстия, у нас нету доступа к крепежным отверстиям, то есть как мы должны закручивать болты. Для этого придется здесь выпиливать такие окна, то есть в верхней стенке должны быть такие окна под ключ. Но при желании их можно сделать. В общем, лучше вот этой конструкции полностью квадратной трубы, да еще с диагональными стенками, может быть только сплошной брус по жесткости. И учитывая трудоемкость изготовления такого швеллера, проще купить уже там действительно цельный стальной брус. Наша конструкция вот эта. То есть она является компромиссом между ценой изготовления, трудоемкостью и полученным результатом, жесткостью. Надо учитывать, что тут должны быть отверстия для крепления станины, поэтому они должны быть свободные, а то заваришь их вот так вот ребрами, и потом станок никак не закрепить. Поэтому диагонали приварены вот так неравномерно. Так, тут оказалось нету ушей для крепления. Приварил. Прикрутил станок обратно к опорной плите, к швеллеру. И сейчас посмотрим, что дает прикручивание станка к жесткому основанию. Даем ту же самую нагрузку 20 кг и смотрим на показания. Где-то 28, грубо говоря, 30, 3 десятки, что соответствует жесткости где-то 70 килограмм на миллиметр. Как видите, прирост есть, но очень незначительный, потому что станина прикручена к основанию не совсем верно. Видите, тут и подкладки есть, площадки не пришабрены, не пришлифованы, не подогнаны к швеллеру. Она притянута вообще через вот это корыто, то есть у нас стоит на корыте и через корыто притянута к швеллеру. Казалось бы, если взять основание бесконечной жесткости, то жесткость станка вырастет также бесконечно. Но это не так, потому что, смотрите, допустим, вот наше основание с бесконечной жесткостью. Вот наш станок. Если наш станок прикручен к основанию, жестко связан, здесь посередине ходит наш суппорт.
Большинство работ происходит в этой зоне, где-то в средней части от длины станины. На опорах, да, то есть на передней бабке и на задней бабке, жесткость, я ее буду называть буквой К, ну как коэффициент упругости, будет максимальный. То есть при работе у передней бабки и у задней, или при работе в центрах, это будет идеальный вариант при абсолютно жестком основании. Но в середине станины, то есть где происходит там 90% всех работ, жесткость никак не может быть бесконечной, ну или максимально возможной. Почему? Жесткость в середине станины можно лишь увеличить максимум в 4 раза. Давайте вот напишем так. Теоретически жесткость бесконечна. Этого быть, конечно, не может. Но так, предположим, что раз у нас передняя и задняя бабка связаны с бесконечно жестким основанием, передняя и задняя бабка у нас как бы продолжение основания. А станина получается как бы как стержень, заделанный в бесконечно жесткие опоры. То есть реально жесткость станины в середине, в рабочей зоне, мы не можем повысить более чем в 4 раза. Даже при абсолютно жестком основании. Почему это происходит? Давайте нарисуем почти тот же самый рисунок. Вот наше бесконечно жесткое основание. Вот наша передняя бабка. Вот наша станина. Так, вот задняя бабка. Давайте открутим заднюю бабку от абсолютно жесткого основания. Вот так она повиснет в воздухе. Когда мы меряем жесткость на кручение, мы прикладываем крутящий момент и измеряем угол. У станины есть длина L. Угол кручения прямо пропорционален длине, причем в первой степени. То есть, если длина увеличится в 2 раза, то и угол закручивания увеличится в 2 раза. Соответственно, жесткость на кручение обратно пропорциональна длине. То есть, уменьшив длину в 2 раза, да, как бы отбросив половину станины, мы увеличим жесткость в 2 раза. Ну вот давайте мысленно отбросим половину станка. Остается длина L, деленная на 2. И запишем так. Уменьшение длины в 2 раза приведет к увеличению жесткости в 2 раза. Но что из себя представляла отброшенная часть станины и задняя бабка? Это то же самое, что и передняя бабка. Жестко привязанная к абсолютно жесткому основанию. То есть мы взяли как бы 2 одинаковых элемента. Ну, соответственно, жесткость увеличивается тоже в 2 раза. Таким образом, жесткость в середине станка увеличивается в 4 раза. И не более того. То есть какой вывод? Насколько бы мы жесткое основание не взяли, но жесткость в середине станины, да, в рабочей ее части, можно увеличить лишь в 4 раза, даже установив станок на абсолютно жесткое основание. Ну и, конечно же, сохраняются вот эти вот все вырезы, и станина не имплантирована. Здесь и в задней бабке как бы тоже вырезан вот этот угол весь. И задняя бабка, и передняя представляют собой, они как бы закрепляются на консоли, то есть консольные элементы, они очень не жесткие. Китайские клеюшники могут настолько изуродовать заднюю бабку, что речь уже идет не о жесткости, а о том, чтобы она хотя бы просто не сломалась. Более дорогие модели могут иметь и более совершенную конструкцию. Давайте прикинем, какой процент вносит вот эта консоль под передней бабкой и насколько изгибается задняя бабка. Вот смотри, насколько шевелится передняя бабка. При всей своей хлипкости передняя бабка вносит минимальный вклад в нежесткость станка. Нагружаю также 20 кг. Как видите, отклонение всего лишь 1/100. А теперь измерим жесткость вот этого станка. Установка та же самая. Так, даю нагрузку 20 кг. И получаем отклонение 1/10. Что соответствует жесткости 200 кг на миллиметр. Ну вот давайте поточнее сразу 2 индикаторами будем мерить. Это отклонение задней бабки, а это общая жесткость. 8 делений — это 8 соток. Эта бабка немного слабее, чем у того синего. Так что я сделал тут такую подпорку, забил туда винт, чтобы не прогибалась вот эта консоль. Но все равно вы видели, что задняя бабка на 2 сотки отгибается. То есть, в принципе, их можно вычесть из этих показаний. Но мы не будем этого делать. Итак, 20 кг делим на 0,08, получаем 250 кг на миллиметр. Жесткость этого станка на кручение. Таким образом, жесткость имплантированного станка и установленного на
жесткое основание более чем в 6 раз выше, чем у станка из магазина. В начале ролика я сказал, что удалось поднять жесткость красного станка в 10 раз. Честно сказать, не уверен, почему такая разница с последними измерениями. Может быть, тогда была выбрана другая схема измерения, другое размещение приборов, а может быть, за 5 лет работы станочек все-таки немного подустал и где-то разболтался. Тем не менее, эффективность имплантации доказана. Пусть она повышает жесткость там не в 10, не в 20 раз, а в 6-8, но это очень хороший результат. Поэтому в следующей серии предлагаю приступить к практической реализации этого метода и проделать все то же, что вы видите на этих фотографиях с синим станком. Так что это видео получилось такое как бы теоретическое, но это очень важно понимать, как реально можно поднять жесткость маленького станка, а не заниматься хренью типа заливки бетоном. Да, насчет бетона. Хотел в этом видео рассказать о мифе про бетонирование станин, но этот выпуск и так затянулся, пожалуй, я сделаю отдельное видео про это. А на сегодня это все. Девчонок, с праздником, всем пока. Дорогие друзья, перед началом скажу, что я не профессионал. С бетоном связываюсь впервые в жизни. И этот ролик я делаю только потому, что в интернете не смог ни одного ролика найти, который показывает эту крутую, простую, бюджетную и, самое главное, рабочую доработку для домашних бюджетных сверлильных станков, либо фрезеровальных станков, которые увеличат в разы их жесткость. Ни одного ролика найти, который увеличивает в разы их жесткость.